Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Сегодняшнее видео я хочу полностью посвятить одним из самых интересных подводных обитателей – осьминогам. И вместе с вами вспомнить свои самые запоминающиеся встречи с этими удивительными животными. Начнем с того, что даже имея наметанный глаз дайвинг-инструктора, заметить осьминога непросто, так как они предпочитают прятаться и при этом прекрасно маскируются. Всем хорошо известна их способность пробираться в самые узкие места и камуфлироваться под камни и кораллы. Поэтому чаще всего осьминогов мы встречаем примерно в таком виде, когда из норы на нас таращится один глаз. Больше всего встреч с осьминогами у меня случилось на Мальдивах, поэтому сегодня все видео будут оттуда. Ученые не так давно выяснили, что, оказывается, осьминоги меняют окраску не только для маскировки, но и для их взаимодействия с другими осьминогами и, возможно, даже с другими животными. Для общения они также могут использовать специальные позы. Например, когда осьминог поднимается, растопырив щупальца и окрашивается в темный цвет, это сигнал агрессии, вроде «не подходи ко мне, смотри, какой я страшный». Исследователи даже назвали эту стойку позой Носферату, как в классическом фильме про вампиров. А когда осьминог становится бледным, это наоборот показатель, что осьминог расслаблен, и в случае встречи с темным – сигнал, что он готов отступить. Световую волну по коже осьминог пускает, чтобы отвлечь внимание хищников. Причем, как оказалось, до сих пор точные паттерны цветов и поведения не до конца изучены. Например, я так и не смогла найти точного объяснения, что значит белая полоса на голове осьминога, как в этом видео. Самое близкое объяснение, что таким образом мужские особи обозначают себя. А эта встреча произошла на домашнем рифе в отеле на Мальдивах. Осьминог попался совсем не застенчивый и даже захотел познакомиться поближе. Но затем передумал и начал играть в прятки, но при этом явно не старался слишком хорошо прятаться. А вот и возможный ответ, почему он не убежал далеко. Тут прячется еще один осьминог, но более стеснительный. Может быть, подружка? Когда осьминоги маскируются, они меняют не только цвет, но и даже текстуру кожи, чтобы больше походить на камни или кораллы. Окраску и текстуру осьминоги меняют благодаря специальным клеткам в коже – хроматофорам. Каждая клетка содержит пигмент и окружена мышцами. Когда они напрягаются по сигналу нервной системы, больше пигмента становится видно на коже. Когда они расслабляются, кожа бледнеет. Сейчас будет моя самая примечательная встреча с осьминогом, когда он, внимание, спойлер, попытался отжать мою камеру.
Я оставила GoPro на дне, чтобы поснимать, как он вылезает из норки, и отплыла подальше, чтобы не пугать. И оказалось зря. Похоже, осьминогу моя камера тоже понравилась. После короткой, но жаркой схватки камеру удалось вернуть. А тут во время ночного дайва мы знатно покормили осьминога мелкой рыбешкой, привлеченной светом наших фонарей. Во время другого ночного дайва парочке осьминогов повезло намного меньше. Наши фонари привлекли огромных скатов. Осьминоги – это не основная диета для скатов, но если представляется возможность, они не против полакомиться осьминожьим деликатесом. Поэтому осьминогов пришлось разглядывать урывками, переставая светить и давая им возможность спрятаться, когда подплывали скаты. Ни одного осьминога во время съемок этого видео не пострадало. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.